Приветствую вас на канале. И сегодня в заметках небольшая такая заметка о виске купажированном Maclean. Этот купаж принадлежит очень крупной известной компании Ian MacLeod Distillery. И история ее примечательная. Она появилась в 1933 году. В 1968 году пришла во владение к семье Расселов, и она до сих пор в их владении и находится. История компании очень длительная, она с 1968 года и по сей день приобретала различные бренды и дистиллерии. Вот что касаемо приобретенных ею дистиллерий, здесь я остановлюсь поподробнее, потому что это напрямую относится к предмету сегодняшней заметки. В 2003 году Ian MacLeod Distillery приобретает дистиллерию Glengoyne, и именно тогда они переименовываются и становятся известными как Ian MacLeod Distillery. А для этого с 1933 года они назывались Ian MacLeod Company. Также в 2003 году вместе с Glengoyne они приобретают бренд Lengx. У Lengx очень интересная у этого бренда серия виски. Я пробовал их 46-градусную версию. Это купажированный виски с большой долей солодового дистиллята в составе. Очень интересный такой сладкий купаж. И есть 43% релиз, чуть-чуть попроще и, на мой взгляд, похуже. Вот 46-градусная их версия купажа очень классная. Кто не пробовал, рекомендую. Стоит не очень дорого, в пределах 2000 рублей. Дальше история развивается. Компания приобретает в 2011 году дистиллерию Tamdhu. В 2013 году они перезапускают бренд Tamdhu. В 2017 году они приобретают дистиллерию Rosebank. В 2019 году они начинают восстановление этой дистиллерии, потому что она уже к тому времени пришла в упадок. И в 2020 году они выпускают первый релиз спустя долгого затишья этой дистиллерии. И этот релиз стал 30-летний виски с складов Rosebank с 1990-х годов. Все вот эти три дистиллерии напрямую относятся к этому купажу, потому что в составе этого купажа есть и Glengoyne, Tamdhu и какая-то часть Rosebank. В интернете пишут, что в этом купаже большая часть от Glengoyne и по нисходящей вниз какая-то некоторая часть от Tamdhu и от Rosebank. Все это вместе дает очень интересный кейс, потому что Glengoyne — это представитель Highland, Tamdhu — представитель Speyside, а Rosebank — представитель Lowland. Это получается три разных типа виски со своими плюсами, со своими минусами, со своими оттенками. И вот все три в этом купаже присутствуют. И надо сказать, что вообще мое внимание привлекла эта бутылка своим дизайном. Мне она почему-то очень нравится. Вот это вот цвет бутылки зеленоватый, желтоватый. И этикетка такая вот желтая, очень похожая на вот этот дизайн бутылки, на дизайн виски, который был, там, знаете, в 70-х, 80-х. Вот такая вот ретро-дизайн, мне почему-то так кажется. И вот она вот мне вот прям привлекла своим дизайном мое внимание. Ну, здесь на бутылке указано, что smooth taste, очень мягкий вкус, все дела. Дата разлива 2022 год. И что
примечательный, и я этому удивился, до этого я как бы и не знал, я полагал, что этот виски подкрашенный, как и все недорогие купажи. А этот купаж вообще стоит в пределах 1000 рублей. Здесь в составе не указан краситель. Купажированный виски стоит в пределах 1000 рублей от дистиллерий Glengoyne, Tamdhu и Rosebank, и при этом нет в составе красителя. Очень интересно, очень необычно. Такое редко где встретишь, особенно за стоимость виски по цене Крутояра или Волга-Вали. Давайте посмотрим, что здесь по ароматике. Ну, кстати говоря, выдержка стандартная, 3 года, но при этом виски достаточно такого насыщенного цвета. И, возможно, это тот случай, когда просто в составе не указали краситель. Потому что, по идее, если виски минимальный срок 3 года, он должен быть намного светлее. Такое светлое золото должно быть, а здесь прям такой не сильно прям насыщенный, но стандартный цвет купажированного виски. Не знаю, возможно, здесь повлияла роль использованных в купаже виски от Glengoyne, Tamdhu и Rosebank. Интересно. В аромате сразу встречают нас какие-то такие перечные оттенки, пряности. Есть некоторая бражность, такая легкая, очень сладкий на аромат. Ну и аромат не сильный, он очень такой зажатый, очень слабый. Ароматика такая медовая, цветочная, очень стандартная на самом деле для большинства недорогих купажей, но при этом ароматика не отталкивающая, спиртуозности нет. Присутствует едва уловимая бражность, цветы, мед и запеченные яблоки. А также в отдалении такие древесные тона. Давайте проверим на вкус. А вот на вкус уже интереснее. Во вкусе ярко чувствуется яблочное повидло, древесные тона, спиртозность очень умеренная, вперед не выпирающая. Виски интересно обволакивает ротовую полость, и он достаточно плотный, не жидкий. На послевкусие та же древесность. От яблочного повидла остался такой привкус, как если бы вы выпили яблочный сок. Присутствуют такие во вкусе также и ванильные оттенки. Ну, знаете, в целом вообще вот за такую цену, за 1000 рублей, это очень интересные и виски. Вообще из недорогих купажей для меня фаворитом является Dewar's White Label, и я его предпочитаю, люблю больше, чем Ballantine's. Вообще не понимаю, почему Ballantine's стоит дороже, чем Dewar's. По мне, так они должны были бы стоить на уровне, но здесь уже, мне кажется, цена Dewar's такая, потому что так решили ритейлеры наши. Это Dewar's и Red Label, это как такие, знаете, привлекающие виски покупателей. Они должны быть на полках любого магазина, что на самом деле есть. На самом деле очень много общего с Dewar's во вкусе. Они с друг другом очень похожи. Единственное, что здесь все-таки вот на втором глотке чувствуется некоторая горечь зерновых спиртов в Dewar's.
этого нет, он более сладкий. И Дюрс более жиденький такой. А здесь же чувствуется плотность в глотке, полностью обволакивает ротовую полость. И это очень приятно. И такого точно не ожидаешь от виски в такой смешной на текущий момент времени ценовой категории. Да, виски очень интересный. Очень интересная компания, которая производит этот купаж. И очень интересные дистилляты, которые в этом купаже используются. Что ж, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. У меня в ближайшее время еще будет больше заметок о виске. Всем всего доброго и до новых встреч.